Я уже не раз рассказывал вам о необычных археологических находках, однако находки, которые мы рассмотрим сегодня, не столько удивительные, сколько ужасающие. У каждой из них есть свой темный секрет. В этом видео мы, как всегда, совершим путешествие по древнему миру, однако оно будет сопровождаться духом смерти и отчаяния. Открытый для мира только с начала прошлого века народ Тараджа, проживающих в северных горах Южного Сулавеси, до сих пор придерживается своих вековых традиций и ритуалов. Один из таких ритуалов – захоронение тел умерших младенцев в отверстиях, сделанных в деревьях. Местные жители верят, что деревья поглощают плоть и души младенцев в течение многих лет, поэтому они помещают тела внутрь деревьев, заворачивают их в ткань, а затем запечатывают в ствол. Многочисленные дыры и заплатки в стволах деревьев этого региона свидетельствуют о том, как часто происходил этот процесс. Считается, что в каждое дерево помещается несколько десятков умерших детей. Эта необычная практика применяется только по отношению к младенцам, скончавшимся до прорезывания зубов. Как бы странно это ни звучало, это не единственный необычный способ обращения с останками умерших, который распространен в Тана-Тараджа. Для этих людей совершенно нормально выкапывать своих предков из могил, переодевать их в погребальные одежды, а затем выводить их на прогулку по деревне. Так называемые болотные люди время от времени обнаруживаются по всей Европе. Условия внутри торфяных болот идеально способствуют сохранению человеческого облика, поэтому в них тело может сохранять волосы и плоть в течение нескольких тысяч лет после смерти. Одним из наиболее хорошо сохранившихся болотных тел, когда-либо найденных на материке, является тело женщины из Хюлдремаса, названное в честь места, где она была обнаружена в Дании в 1879 году. Анализ ее останков свидетельствует о том, что она умерла около 2000 лет назад. На момент смерти ей было около 40 лет, довольно зрелый возраст для того периода истории, однако смерть ее даже не была естественной. Есть признаки того, что она могла быть жертвой человеческого жертвоприношения, что объясняет, по какой причине ее бросили в болото в особых одеждах и украшениях. Древние датчане верили, что торфяные болота были порталами в подземный мир, к богам, и что именно боги отвечали за поставку железной руды. Для них имело смысл время от времени приносить богам человеческую жертву, чтобы они были довольны и продолжали поставлять народам железную руду. Так что, вероятно, есть и другие подобные тела в других местах Дании, ожидающие своего обнаружения. Ученые из колледжа Святого Иоанна в Кембридже были сильно шокированы, когда в апреле 2015 года, проводя раскопки в земле под своим университетом, наткнулись на останки более 1000 человек. Тела, которые в основном датируются периодом между 13 и 15 веками, являются захоронениями средневековой больницы Святого Иоанна, от которой колледж когда-то получил свое название. Несмотря на то, что историки колледжа знали о существовании захоронения на этом месте, ранее оно не было обнаружено, и никто даже не представлял, что оно такое большое. По одной из версий, тела — это останки обедневших ученых, потому что почти ни в одном из захоронений нет гроба, а некоторые из похороненных здесь людей, похоже, были брошены в землю даже без погребального савана, который защищал бы их останки. Странно, но ни на одном из скелетов нет признаков болезни или серьезного заболевания, что заставляет задуматься о том, как именно эти люди оказались на больничном кладбище. Следующий экспонат не нуждается в представлении, вы сразу же его узнаете. Это золотая посмертная маска Тутанхамона, знаменитого фараона Древнего Египта. Это один из самых известных археологических артефактов в мире. Но не думайте, что вы много знаете о ней, потому что сейчас мы изменим ваше мнение. Культовая маска была впервые найдена столетия назад, когда Говард Картер вскрыл гробницу юного фараона. Что нового в этой маске, так это теория, согласно которой она, возможно, вовсе не была изготовлена для Тутанхамона. Возможно, она была предназначена для его матери, Нефертити. Теория принадлежит британскому египтологу Николасу Ривзу, который на протяжении большей части своей профессиональной карьеры изучал этот предмет возрастом 3300 лет и эпоху, к которой он относится. У него есть весомые доказательства, подтверждающие его слова. Он смог наглядно продемонстрировать, что надпись на маске, посвященная Тутанхамону, была высечена поверх более древнего набора иероглифов, которые переводятся как «живое воплощение бога солнца, возлюбленная Эхнатона, красавица из красавиц, диск солнца». Такие описания были найдены на многих других артефактах, связанных с Нефертити, однако их никогда не встречали на предметах, относящихся к Тутанхамону.
Вопрос о том, что случилось с древней землей Герца в Германии, волнует экспертов уже очень давно. Судя по археологическим находкам на этом месте, когда-то это было идеальное поселение времен каменного века с простейшими фермерскими участками, одинаковыми домами и обстановкой, лишенной хищников и других опасностей. Тем не менее, весь этот регион был внезапно покинут людьми культуры линейно-ленточной керамики, которые жили здесь примерно в 4000 году до нашей эры. Что еще более странно, ушедшие люди оставили после себя разбитую керамику, огромные груды человеческих костей и разрубленные человеческие тела. По мнению многих историков, существует только два возможных варианта объяснения того, что здесь произошло. Первый – это массовое ритуальное жертвоприношение. Второй – массовый каннибализм. После того, как в 2009 году было проведено исследование, последнее объяснение стало более вероятным. Ученые обнаружили на костях следы от инструментов, свидетельствующие о соскабливании плоти, а также намеренные переломы крупных костей, которые были расценены как попытка добраться до костного мозга. Даже черепа были сломаны, что вполне может оказаться способом извлечения мозга. Что же могло побудить обычное поселение пойти по такому пути? Башня черепов-ниш в Сербии – это именно то, что вы себе представляете. Это целая башня, сделанная из костей, в основном черепов, побежденных врагов тех людей, которые ее построили. Можно подумать, что это варварское наследие того, что произошло еще многие века назад. Удивительно, что на самом деле башня была построена совсем недавно. Она была сооружена по приказу турецкого генерала Хуршида Ахмед-Паши из останков сербских повстанцев, которых он разгромил в 1809 году. Строительство башни было провокационным и мстительным актом, но Паша был разгневан действиями сербов, когда их последняя битва на горе Чедар подошла к концу. Вместо того, чтобы сдаться или бежать, командир сербских повстанцев намеренно взорвал свою пороховую комнату, убив при этом себя и всю свою армию, а также уничтожив турецких солдат, которые начали прорываться к окопам до момента взрыва. 952 черепа в башне должны были отбить у сербов желание снова пытаться поднять восстание, но этот замысел не оправдался. Второе восстание произошло 6 лет спустя, и турки были изгнаны из региона. Сегодня от первоначальных черепов осталось только 58, которые находятся в часовне. 1000 лет назад в Великобритании погребение лицом вниз считалось формой наказания за безнравственное поведение. В мае 2015 года археологи обнаружили множество таких захоронений на месте раскопок недалеко от Оксфорда. Самой удивительной находкой стало захоронение женщины, которая предположительно была монахиней. Аморальное поведение кажется несвойственным для монахини, но по мнению историков, возможно, ее похоронили таким образом, потому что ее сверстники считали ее сексуально активной. Мы не знаем имени девушки, но знаем, что она жила в женском монастыре Литлмора, который был основан недалеко от места захоронения в 1110 году. Согласно историческим данным, женский монастырь был закрыт в 16 веке из-за аморального поведения многих живших там монахинь. Погребение женщины лицом вниз было наказанием, которое обычно назначалось тем, кого подозревали в колдовстве, так что монахиня, должно быть, действительно кого-то расстроила. Эта женщина одна из приблизительно 100 захороненных лицом вниз людей в этом регионе, но похоронена она была в стороне от остальных и ближе к женскому монастырю. Это подтверждает ее статус монахини. Если вы думаете, что можете правильно определить, что находится на месте загадочной аномалии в Балтийском море, пожалуйста, как можно скорее сообщите об этом ученым. Они ждут ответов на вопросы об этом месте уже очень долгое время. Аномалия, впервые замеченная в середине 2011 года, выглядит как результат продуманного проектирования. Некоторые люди даже считают, что она похожа на космический корабль «Сокол Тысячелетия» из «Звездных войн». Кто-то также предполагает, что это разбившийся НЛО. Ученые склоняются к версии, что это естественное геологическое образование. Хотя, глядя на эти фотографии, легко понять, почему люди сомневаются, что природа создала такие формы без какой-либо помощи. Этот объект имеет длину около 23 метров и высоту 8 метров. Он был обнаружен при гидролокационном сканировании местности на глубине 90 метров ниже уровня моря. Питер Линдберг, возглавлявший команду Ocean X, которая обнаружила аномалию, говорит, что все электронное оборудование перестает работать, находясь на расстоянии 60 метров от объекта, что затрудняет проведение детальных исследований. В
Европе, на удивление, много подземных улиц, туннелей и городов, но ни от одного из них не захватывает дух, так как от подземного города Каймаклы в Турции. Этот тайный мир существует под улицами Турции гораздо дольше, чем большинство европейских государств. Считается, что первые люди поселились здесь около 4000 лет назад. В то время жить в темноте между каменными и глинобитными стенами было выгоднее, чем жить снаружи и быть преследуемым племенами варваров, которые бродили по этой части света. Для такого доисторического поселения Каймаклы удивительно хорошо организован. В этом городе 8 этажей, однако мы можем увидеть только 5 из них. По неизвестным причинам археологи и правительство Турции никогда не давали гражданским лицам доступ к 3 нижним уровням. Интересно, что они могли там найти, о чем не хотят рассказывать окружающим. То немногое, что мы знаем о скрывающемся в глубине, очень впечатляет, чего только стоят винодельческие комнаты и каменный театр. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся, пока.